Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Первый месяц осени уже подходит к концу, и честно говоря, глядя на рынок крипты, можно заметить одни просадки и падение множества криптовалют. Но даже такие моменты можно использовать в свою пользу, а именно покупать хорошие перспективные монеты по более приятным и низким ценам. Я знаю, что многие не любят наблюдать за рынком, анализировать цены монет и подбирать что-то перспективное, поэтому данное видео предназначено именно для вас. Ведь сегодня мы разберем несколько криптовалют, которые имеют отличные шансы показать хорошие проценты роста в будущем. Так что подготавливайте свои криптопортфели, перед просмотром ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А мы начинаем. Как и в прошлом видео про топ криптовалют, которое я обязательно советую посмотреть, мы не будем трогать мусорные токены ниже 100 и уж тем более 1000 в общем рейтинге. И хочу вас сразу предупредить, если вы примете решение покупать монеты из сегодняшнего ролика, вы должны понимать, что за один день миллионерами не станете. Эти монеты действительно могут показать положительный результат только на длинной дистанции, поскольку это фундаментальные криптовалюты и в портфеле они должны быть у каждого. Первой криптовалютой, которую мы подробно разберем, станет, конечно же, ADA. Ведь это одна из немногих монет, которая действительно показывает не только положительный рост по цене, но и в своем развитии тоже, потому что нашумевший хардфорк Василь смог привлечь большое внимание многих людей, поэтому стоит поближе познакомиться с этой монетой. Давайте начнем с того, что ADA это не просто монета, которая случайным образом попала в топ-10, а это целая экосистема, внутри которой есть различные приложения, платформы, сервисы и многое другое, а позволяет это делать свой собственный блокчейн Cardano, который в наши дни считается одним из лучших. Cardano это блокчейн третьего поколения. Понимаю, что для обычного обывателя это ни о чем не говорит, поэтому простыми словами это значит, что блокчейн со временем может улучшаться. Например, биткоин это сеть первого поколения, ведь она как обрабатывает 5 транзакций в секунду, так и будет продолжать это делать. А вот блокчейны третьего поколения, как например Cardano, могут постепенно увеличивать количество своих транзакций. Официально Cardano был запущен в 2017 году с главной целью улучшения масштабируемости сети Ethereum. И как говорится, ученик превзошел своего учителя, потому что Cardano основал Чарльз Хоскинсон. Его имя, скорее всего, вам не знакомо, но ранее он был соучредителем Ethereum. Вот только после долгих споров с Бутериным в 2014 году Хоскинсон решил уйти из проекта. В принципе, правильно и сделал, потому что даже после успешного слияния дела у эфира идут не очень. А почему, можете узнать вот в этом видео. Cardano запустили как более масштабируемый, совместимый и устойчивый блокчейн, который должен быть в 1000 раз лучше, чем биткоин и эфириум. Поскольку в любом блокчейне должна быть своя криптовалюта, то у Cardano этой криптовалютой является монета ADA. С помощью нее можно выполнять любые задачи, наподобие оплаты внутренних комиссий сети, заработок на стейкинге или, например, депозите. И со всеми этими задачами ADA справляется на 100%. На сегодняшний день существует более 3000 пулов для стейкинга, и это дает монете самый главный плюс, за который так борются в сфере крипты. Это децентрализация, потому что чем больше процент комьюнити будет управлять блокчейном, тем лучше. Со стейкинга можно пассивно получать от 4 до 16% годовых, и как вы видите, процент зависит от сроков стейкинга. В целом это достаточно высокие показатели, если сравнивать с другими популярными монетами. Кстати, помимо тех криптовалют, которые мы разберем в этом видео, название дополнительной бонусной монеты вы можете узнать в нашем телеграм-канале Coin22, в котором мы ежедневно публикуем для вас самые актуальные крипто-новости. А если вы не желаете тратить время на анализ рынка, вы можете воспользоваться подпиской Coin22 Pro, где команда аналитиков Coin22 будет предоставлять для вас всю информацию для заработка на крипте. Подробнее ознакомиться сможете, как всегда, по ссылке в описании под этим видео. Касательно количества транзакций, то на сегодняшний день сеть Cardano способна обрабатывать около 75 тысяч транзакций в секунду. А учитывая то, что в будущем это количество будет гораздо больше, перспективы у блокчейна и, собственно, у самой монеты ADA есть. Но и стоимость транзакций, в отличие от эфира, более демократичная. В среднем за одну транзакцию придется заплатить 15-16 центов, не более. Но что количество, что стоимость постепенно улучшают, благодаря хардфоркам, а также обновлениям. И одним из последних таких стал хардфорк Василь, который запустили с 21 сентября. Что же такого интересного он принес и чем он так важен? Если не углубляться в сложные технические подробности, то после этого обновления транзакции стали занимать меньше места и тем самым стали быстрее и немного дешевле. В цифрах разница небольшая, но всю мощь мы ощутим в будущем. В последний год блокчейн очень динамично развивается. Количество смарт-контрактов выросло до 5000, децентрализованных приложений и других проектов до 1000, причем большая часть из них это NFT.
NFT. Только с марта по август было выпущено более 900 тысяч NFT токенов. Все это свидетельствует о большом интересе к технологии Cardano и о том, что в сеть вкладывают очень большие деньги. Следовательно, проект будет и дальше развиваться. Это можно увидеть по дорожной карте, где запланированы множество улучшений, после которых блокчейн сможет работать еще лучше. Поэтому ADA одна из немногих монет, которая останется на плаву и сможет выдержать сильную конкуренцию от других монет. Так что обязательно присмотритесь, и те, кто давно хотел ее добавить себе в портфель, можете это сделать сейчас. Ведь лучшего времени может и не быть. А мы переходим к следующему кандидату на будущий рост. И это монета Atom. Как многие догадались, мы больше склоняемся в сторону тех криптовалют, которые имеют свой блокчейн и собственную экосистему, чтобы их фишки имели реальное применение не только для продвинутых фанатов крипты, но и для обычных людей, которые далеки от этого. Так вот, Atom со своим блокчейном Cosmos является отличным примером. Только главные задачи сети Cosmos немного отличаются от Cardano. Простое объяснение Cosmos заключается в том, что это не просто блокчейн как Ethereum или Bitcoin, а это инфраструктура, необходимая для подключения различных блокчейнов друг к другу. Например, смарт-контракт Ethereum может проводить платеж в сети Bitcoin, если они подключены через Cosmos. Или трейдеры могут обменивать, например, эфир на любой другой токен без использования централизованной биржи. Совместимость между блокчейнами является главным преимуществом Cosmos. Тем не менее, у проекта есть еще один вариант использования. Cosmos разработал собственную технологию, которая позволяет разработчикам легко создавать блокчейны поверх него, что может значительно сэкономить вам время, необходимое для создания нового блокчейна. А в наши дни, когда на блокчейне, наверное, даже магазины будут строить, это очень востребовано. Создать блокчейн на Cosmos очень просто, ведь разработчики имеют доступ ко всем нужным инструментам, и выглядит это как конструктор Лего. То есть даже любой человек, который далек от программирования, сможет разобраться в создании своего блокчейна. Монету Atom также можно стейкать. Проценты довольно большие, а именно от 10 до 35. И опять-таки все зависит от сроков, на которые вы отправляете монеты в стейкинг. Если вы решили таким образом получать пассивный доход, можете это сделать через биржу Binance, а по ссылке в описании вас будет ждать бонус 5% скидки на комиссии. Как и многие другие проекты, запущенные в 2017 году, Cosmos проводил ICO. Цена ICO для Atom составляла 10 центов, и в общей сложности проект привлек $17,3 миллиона. В отличие от биткоина, нет жесткого ограничения на общее предложение монет Atom в сети. Существует постоянный график инфляции, так что Atom постоянно создается и вознаграждает валидаторов. Сеть Cosmos нацелена на уровень инфляции где-то от 7% до 20%. И самое интересное – это динамика цены. В начале лета, когда криптовалюту продавали все, кому не лень, Atom доходил до своего дна на уровне $6, но с того дня уверенно прыгнул на быка и дошел до сегодняшней цены $14-15, в то время как максимум был выше 40. Соответственно, этот тренд уверенно сохраняется и будет сохраняться в будущем, если не смотреть на общую коррекцию. А вот когда Cosmos оправдает все свои надежды, может наступить день, когда большинство всех блокчейнов будут подключены через Cosmos. Это откроет совершенно новый спектр возможностей. Поэтому добавить себе монету в портфель и положить под хороший процент в стейкинг будет очень неплохо. И по мере принятия Cosmos стоимость его токена будет продолжать расти. Собственно, как и следующая много обсуждаемая криптовалюта. А называется она Polkadot. Да, это именно та монета, которая на сегодняшний день должна быть в портфеле у каждого. И сейчас расскажу почему. Догадайтесь, что есть у Polkadot, чего нет у тысячи других монет. Правильно, свой блокчейн. Polkadot это довольно молодая криптовалюта, но в 2021 году ее популярность резко выросла. Многие прогнозируют, что позиция Polkadot со временем будет расти и противостоять другим высококапитализированным криптовалютам, таким как тот же эфир, учитывая ее нынешнее 11 место в общем рейтинге. Polkadot это блокчейн с открытым исходным кодом, созданный швейцарским фондом Web 3.0 Foundation. Начиная с 2020 года Polkadot предоставил несколько криптопрограмм для различных банков. И здесь тоже интересный момент насчет основателя этого проекта, потому что гендиректор Гэвин Вуд также работал над созданием эфира, поэтому Polkadot часто называют убийцей Ethereum. А DOT это нативная монета этой сети. Важным преимуществом Polkadot является его совместимость с различными независимыми блокчейнами, как это делает Cosmos. Несмотря на то, что многие сети используют схожие концепции, Polkadot единственная платформа, которая позволяет это воплотить в жизнь. В 2021 году цена Polkadot была очень динамичной. Благодаря тому, что Polkadot внедрил на рынок множество передовых технологий и торговых инструментов, он действительно добился значительного роста и стал одним из самых эффективных криптоактивов в 2021 году. Тем самым цена одной монеты выросла до $8 к началу 2021 года. И стоит отметить, что Polkadot уверенно рос, начиная с декабря 2020 года до мая 2021, когда он достиг исторического максимума в $47. Затем в тот же год стоимость DOT упала до 11. Согласно различным исследованиям, ожидается, что цена Polkadot вырастет на 240% от ее роста с прошлого года. Кроме того, одним из аспектов роста
роста стоимости Polkadot стало развитие его блокчейна. В частности, расширение сектора DeFi является одним из важных. Все больше и больше компаний переходят на Polkadot и запускают там свои проекты. Дальнейшим катализатором роста сети считается появление парачейна. Как сообщает Capital.com, парачейн Polkadot может устранить недостатки Ethereum, включая скорость транзакций и ее комиссии. Фактически Polkadot может достигать 1000 транзакций в секунду. Но не поздно ли покупать Polkadot в этом году? Поскольку 2022 год по прогнозам станет золотым годом для этой монеты, безусловно, купить его еще не поздно, ведь токен DOT может достигнуть рекордного максимума, а также будет занимать высокие позиции среди многих других криптовалют благодаря своему росту прошлого года. Даже когда рынок снижается и цена DOT падает, Polkadot по-прежнему считается выгодным. В общем, анализ и прогнозы экспертов показывают, что 2022 год идеальное время для покупки этой криптовалюты и тех монет, которые мы разобрали в этом видео. Так что даже если данные токены у вас в портфеле уже есть, ничего страшного, вы можете докупить, ведь лишними они точно не будут. И напишите в комментариях, какую монету вы добавили себе в портфель, какие подробные обзоры вы бы хотели увидеть в будущем, а также поддерживайте это видео лайком и подпиской на наш телеграм-канал. Вам спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике. Пока!